Приветствую! В Готике 2 вас ждет поистине уникальный опыт. Вот как пример. Трактирщица пожалуется на пьяные выходки некого Булка. И если с ним провести разъяснительную программу... Эй, дерьмо! Через физические воздействия в области его лица, надавать ему по щам... 2 hours later. Совсем неплохо. то трактирщица Текла перейдет в состояние ее имени и даст вам свою похлебку. А могу я облизать горшок, а? Облизать горшок, а? Шутки смешные, ситуация страшная. В смысле накормят вас, шалуны. От похлебки вы станете сильнее. Кто бы мог подумать, что путь к силе мужчины лежит через желудок. Текла угостит вас еще 4 раза. Но не просто так, а за ее поручение. Women. Женщины даже тут умудряются заставлять мужчин работать за еду. Реализм в игре 10 из 10 на кончиках пальцев. А чтобы прокачать магию, манну, достаточно употребить кучу грибов, что открывает простор для размышления, что все это только кажется главному герою. И все это является не более чем сном собаки. Питерской собаки. А если вкратце попытаться описать прогрессию сложности в Готике 2 Ночь Ворона, чтобы привлечь к игре любителей Souls-like и хардкора, ее можно описать так. В начале пути вы герой, который однажды победил архидемона. Но любая живность порвет вас в лоскуты, а в особенности кабан. Довольно! Вы все ничтожны предо мной! Я Смог одолеть спящего. тупое это создание! И я не потерплю, чтобы меня... Я серьезно, остерегайтесь кабанов. Но уже во вторую половину прохождения вы превращаетесь в условного Халка. Халка Хогана. Только вместо рестлинга вы будете бороться с местной фауной. Ибо совсем озверели, что ли? Природа должна нас уважать. А если нет, то мы ее научим. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Раз, два, одному, второму, третьему, четвертому, пятому. Раз, два, три, 4. Все, какие проблемы? В Готике 2 прописанный характер главного героя. И его характер никак не изменится от выбора фракции. Будь вы паладином, магом огня или же наемником. Безымянный, а именно так зовут нашего героя, видимо, его родители были не очень-то и изобретательны. Так вот, безымянный будет всегда самым хитровыебанным и самым умным. И никогда не упустит своей выгоды. Он Робин Гуд курильщика. Грабит воров, а награбленное раздает. Оставляет себе, разумеется. Я выбрала путь паладина, где вначале тебе нужно послужить ополчению. И вот его службу лучше всего опишут строки поэта Сявы. Ты украл у него деньги. Черт! Я сваливаю отсюда! Я вычислил любого, сука, хитрого кидала. Вот золото, парень! Ну теперь отпусти меня! Я больше никогда не буду заниматься этим! Ну, а если главному герою оказывают сопротивление и несогласие с его точкой зрения, безымянный переходит в режим Я ебашу ебала. Тебе не помешает еще одна трепка. Какого черта тебе от меня надо? Мне очень хочется посмотреть, как ты будешь валяться в грязи. дипломатия? Не слышали. И как обычно, футажи взяты с прохождения на стриме, который есть на другом канале. Если кому интересно, то это стимовская версия, купленная за кровные шекели, без модов, которые вмешиваются в геймплей. Лишь мод, который подтянул разрешение и качество текстурок. Итак, начнем же наше готическое приключение. Один заключенный изменил судьбу сотен. Но он заплатил за это высокую цену. Он вернулся. I'm back. Ксардос, подобно Санбою, использует заклинание, которое поможет главному герою подняться. Подыхает? Я тебе покажу подыхать, мой друг ёбаный. Подняться! Нужно просто подняться! Подняться! Там, не трогай. Давай поднимайся! Господи, помоги, отпусти меня. Это мои пираты, которые будут со мной всегда. Ксардос объясняет ситуацию. Представляешь, мы изгнали спящего, а он на прощание так заорал, что разбудил всю армию тьмы. И они
ломанулись к нам. Теперь драконы летят сюда, словно на распродажу в Черную пятницу. Теперь же нам нужно найти артефакт Белиара раньше, чем его фанатики. А потом еще и глаз Иноса прихватить. Без него драконов не победить. Они ж без глаза Иноса наш глаз на жопу натянут и даже не заметят. Белиар — бог зла, Инос — бог добра. И не забывай про третьего брата, бога Адоноса. Он тут как рефери на ринге между Иносом и Белиаром. Итак, наш первый шаг — найти предводителя паладинов и убедить передать нам глаз Иноса. Сардос, перед тем, как мы покинули его башню, взял с нас слово никому не говорить о том, что он жив и что мы работаем по его поручению. Конечно, мы тут же побежали рассказывать об этом всем встречным и поперечным. Ведь что может быть веселее, чем нарушить обещание, данное могущественному некроманту? Так ведь? У башни Ксардоса герой находит скрытую пещеру. Данж — самое то для прокачки. Сейчас у нас ни опыта, ни шмота. И в начале игры поднять уровень очень пригодится. В Готике 2 Ночь Ворона первые 5 уровней персонажа самые важные, которые и определят, будешь ты нагибать или же тебя нагнут. Внизу данжа встречаем Лестера, который расскажет о нападении дракона на долину рудников. Мы отправим его к Сардусу, чтобы он передал магу всю информацию. По пути в город встречаем Кавалорна. Он расскажет, что больше не связан с тенями или призраками, кому как больше нравится, так как они перестали существовать после падения барьера. Теперь он служит магом воды и принадлежит братству Кольца воды. Кольцо воды. Звучит как сериал от Netflix. Кавалорн просит нашей помощи в борьбе с бандитами, и мы соглашаемся ему помочь. После победы над бандитами он доверяет нам письмо для мага воды Ватерса и дает 50 монет на приличную одежду, чтобы стража пропустила нас в город, так как она не пропускает людей в обносках из-за беглых каторжников из долины рудников. Осматривая тела побежденных врагов, мы находим записку с подписью «Д», в которой обещается награда в 30 монет за голову безымянного. 30 монет? Да на эти деньги даже приличную кружку Эля не купишь. Обидно как-то. Я-то думала, моя голова стоит хотя бы пару новых сапог. У города расположилась ферма Лабарта, а рядом алтарь Иноса. Позже мы будем подносить пожертвования, получая взамен божественные плюшки. А пока время собирать урожай. Все, что не приколочено, наше. И это не воровство. Я называю это божественным перераспределением ресурсов. Звучит красиво. Мы же воин Иноса в конце-то концов. Лабарт, хозяин фермы, предлагает поработать на поле, собрать репу. А после трудового подвига он продает нам одежду крестьянина со скидкой в 50 монет. Жена Лабарта просит купить сковородку у торговца. Им оказывается Кантар, который предлагает пропуск в город за услугу в будущем. Ага, как же. Я что, похожа на мамонта? Ищи в другом месте. Забираем сковородку и уходим, оставляя Кантара с его загадочными планами. Запомните его. Скоро мы снова его встретим. Заметили, как динамично меняется время суток и погода в Готике 2? Это же какие-то забытые технологии древних. И это, 2002 год. Мне очень нравится картинка во второй Готике. Она выглядит целостно и погружает в атмосферу. Считайте меня сумасшедшей, но я не считаю эту графику устарелой. Уж лучше пусть игры выглядят так, чем постоянные отмазки студий, что разработки дорожают, но геймплей от года в год деградирует. Я не говорю за все игры, но я думаю, многие заметили, что игровая индустрия болеет вирусом под названием «Игры за 70 баксов». А по факту получаем конвейер без души. Я все сказала. Прям у самого города мы увидим, как некто сражается с волками. Этим некто окажется капитан Грег. Он попросит об услуге помочь ему пробраться в город. Безымянный расскажет, что можно пройти в крестьянской робе. И тогда стражники ни о чем не заподозрят. После чего передаем ему робу, и он платит 50 монет. Герой на что отреагировал? Маловато, понимаешь? Маловато будет. Но капитан Грег заявил, что счастье не в деньгах. Ну правильно, счастье в их количестве. Также он добавил, что у него предчувствие, что мы еще встретимся, и тогда-то он отплатит услугой за услугу. Я так понимаю, если бы мы взяли пропуск у Кантара, то его можно было отдать Грегу. Но так как у нас нет ни пропуска, ни робы, нужно придумать план Б. В общем, в город можно попасть, обойдя все вокруг, и проплыть до самого порта Хариниса. Но это долго и скучно. Имагинируете лица людей на стриме, которые бы наблюдали 10 минут бега и плавания? Триатлон какой-то. Поэтому воспользуемся старой доброй ёбкой стен. Словно Марио отпрыгиваем от гриба, и мы в городе.
Главное, ни с кем не говорить. До самого порта. Там нас встретит удивленный Ларес и спросит: неужели мы добрались до города вплавь? Да не! Я перепрыгнула стену города, используя гриб в качестве батута. И все жители города делают вид, что этого не было. Но твоя версия с плаванием звучит куда правдоподобнее. Так что давай остановимся на ней. Кстати, за это еще и 500 опыта начислят. Красота! Если что, Лестер, Кавалорн и Ларес — это персонажи из первой части. Он расскажет, что выбрался из долины рудников вместе с Ли и с другими ребятами. И Ли осел на ферме Анара. Ларес спросит, что нам тут нужно. И после того, как мы рассказали, что нам нужно поговорить с начальством паладина, чтобы те отдали нам глаз Иноса, Ларес ответит, что те обосновались в верхней части города, и туда вход воспрещен. И есть лишь два пути, как туда попасть: стать любимчиком всех торговцев, либо пойти в ополчение. Выбираем второе. От каторжника до стражника за один день. Вот это карьерный рост. Решила поздороваться с Лотаром, который дежурит у ворот в Харинис. При виде нас он также удивился, что не видел, как мы проходили через эти ворота. Я не видел, чтобы ты проходил через эти ворота. Ну правильно, я через ворота и не проходила. Лотар напоминает полицейских из такси. Заметил что-то? Нет, ничего. Патруль номер 1. У нас все тихо. Не видел преступления? Считай, ничего и не было. Безымянному приглянулись его сияющие доспехи. И он, долго не думая, спросил, где такие достать. Возмущения Лотара долго ждать не пришлось. Он так и сказал: Ты даже не гражданин. Также мы рассказали о надвигающейся угрозе в виде драконов, на что Лотар нам пригрозил решеткой. Мол, был до меня некто, кто также рассказывал небылицы о драконах. И Лотар его заключил под стражу и отправил в долину рудников. Позже выяснится, что этим некто был Диего, также персонаж из первой части. Видимо, Лотар — главный борец драконьей пропаганды в Харинисе. Поняв, что с ним каши не сваришь и нам так просто не заполучить доспехи, мы решили, что негоже воину Иноса ходить в обносках. Мы краем уха услышали, что ополчение конфисковало часть склада у торговца Матео. А красть краденое — это и вовсе не воровство. И вообще, мы без 5 минут как сами ополченцы. И поэтому это их вклад в будущее талантливые дарования. То есть в меня. Включив паркур, игра на мгновение успела превратиться в Assassin's Creed. Я, кстати, в одном из прохождения прыгал еще вот отсюда. Вот отсюда раздвигаешься и сюда. Но вот оттуда проще это сделать. Если уж воровать, в смысле, хотела сказать, воспользоваться магазином все не для граждан, то с размахом и со стилем. Теперь нужно посетить 2 алхимиков. Первый даст задание испытать свиток забвения, который, что бы вы думали, делает? Заставляет забыть. Надеюсь, мы не забудем, зачем нам нужен этот свиток. А ко второму алхимику мы попросимся в ученики, так как в будущем он нас научит готовить имбовое зелье силы. На что он нам скажет, что у него уже был ученик-дилетант. Был, понимаешь? Он даст список трав и еще поглумится, что, скорее всего, мы и половины из списка не знаем. Спасибо, хоть не засомневался в способностях чтения главного героя. Видимо, в Харинисе грамотность — это уже половина успеха в алхимии. Тут недалеко на площади читает проповедь Ватрас. Отдаем ему письмо Кавалорна и говорим, что знаем о братстве Кольца Воды и что мы хотим туда вступить. Ватрас сказал, что мы прошли первую проверку братства, а именно кто-то за нас поручился. Иначе мы бы просто не знали о существовании братства. Теперь он хочет узнать о нас побольше. Рассказываем ему только правду, что драконы напали на долину рудников и что нас послал некромант Ксардос. Да, мы прям находка для шпиона. Неудобненько получилось. Недолго же мы держали слово. Также признаемся, что мы бывший заключенный. Ватрас удивлен нашими ответами и говорит, что это все звучит фантастически. Но он нам верит. Видимо, в Харинисе правда настолько редкое явление, что ей верят, даже если она звучит как бред сумасшедшего. Вот тут верю, вот тут плюс. Верю, уже верю, да, поверил. Да, я поверил, да, шо. Да, поверил, да, я, а шо. Ватрас согласен принять нас в братство после проверки в полевых условиях. Он сообщает, что остальные маги воды находятся на раскопках и что они готовятся к экспедиции. Герой может присоединиться к экспедиции только если будет в братстве. Также Ватрас просит отнести орнамент Сатрусу, главе магов воды. Помню, как все удивлялись игре Маэстро Кодзимы, что главный герой курьер. Но вы постарайтесь вспомнить игру, где вы им не были хотя бы в одной миссии за игру. Ватрас говорит, что
что в городе вырос уровень преступности и что кто-то поставляет оружие бандитам. Помимо этого, в городе участились пропажи людей без вести. Испытания для вступления в братство. Первое. Нужно расследовать исчезновение людей в Харинисе. И второе. Доложить о драконах лорду Хагену, предводителю паладинов. Но для этого нужно попасть в верхнюю часть города. А что для этого нужно, я уже говорила. Задачи ясны, идем выполнять. Для начала нужно заглянуть в таверну, где мы встречаем Валентина, самопровозглашенного Казанову Хариниса. Этот напыщенный хлыщ назвал нас бедным, грязным бездельником, заявив, что нам никогда не стать таким женским магнитом, как он. Женщины буквально бросаются на меня, хвастался он. Я Валентина Великолепный. Бонвиван и любимчик женщин. Богатый заботами, богатый мудростью и золотом. Женщины так и бросаются на меня. Что ж, внутренняя женщина, видя меня, не смогла устоять и действительно бросилась на него с кулаками. Кто бы мог подумать, что Валентина окажется провидцем? После небольшой разминки с лицом Валентина мы кастуем заклинание забвения. Жаль, конечно, что он забудет этот позор. Идем сдавать квест алхимику. По пути нас останавливает стражник Пабло, который узнал нас по разыскным листовкам у бандитов. Спасибо, Пабло. Без тебя мы бы и не догадались, что нас ищут. Я сам бы об этом никогда не догадался. Да-да-да. Очень смешно. Что этим парням было нужно от тебя? Спроси их сам. Алхимик Игнац доволен нашей работой и теперь готов с нами торговать. Покупаем зелье ускорения. Ведь в Харинисе никогда не знаешь, когда придется быстро уносить ноги. На следующий день беседуем с Регисом на лавочке. Оказывается, у торговца Боспора украли лук средь бела дня. Регис также предупреждает о штрафах за драки на людях. Но сам недавно подрался с Валентином. Я очень миролюбивый, но этот хлыщ довел меня, оправдывался он. Мы хвастаемся, что тоже задали ему хорошую взбучку. И Регис дарит нам кольцо Валентина, которое случайно нашел в его кармане. И просит нас передать кольцо следующему, кто набьет Валентину морду. Теперь у нас есть эстафетная палочка мордобоя. С улыбкой до ушей заходим к Боспору узнать о пропавшем луке. Боспор сказал, что стража так и не поймала вора, но они уверены, что лук не покидал город. Отправляемся на площадь торговцев собирать сплетни Хариниса. Хакон сообщает о пропаже Джо, гения, решившего ограбить оружейное ополчение. Видимо, он не слышал о понятии «безопасность труда». Чисто красив, я перестаю дышать. После этого Джо никто не видел. Хакон также упоминает о лагере бандитов у фермы Акилы и предлагает 100 монет за их усмирение. Заодно покупаем у него кожаный пояс, чтобы было чем держать удар. Подходим к следующему торговцу, который встречает нас как потенциального клептомана. Отвечаем: разве мы похожи на вора? Джо рассказывает о негативном опыте, как Рингару у него украл кошелек, пока тот отвернулся. Обещаем вернуть деньги, но только если он поделится. Джора соглашается. На наше счастье, этот негодяй ошивался тут на площади. Рингару, услышав о деньгах, убегает быстрее, чем мы успеваем опомниться. Мы же тоже умеем бегать, Володя. К тому же нас останавливает Кантар, тот загадочный торговец, который предлагал пропуск за услугу в будущем. Он местный мастер интриг, предлагает подставить Сару, чтобы мы взяли письмо и подкинули ей. По версии Кантара, девушка увела его торговую точку. Затем нам нужно сходить к Андре и сказать, что Сара продает оружие Анару. Анар — это владелец фермы, который нанял наемников во главе Ли и отказался подчиняться королю. Грубо говоря, они мятежники. К тому же Кантар знает о нашем темном прошлом и шантажирует нас. Что ж, похоже, у меня нет выбора. Поэтому берем письмо и соглашаемся. Володенька, когда-нибудь вы сдадитесь, Володя? Догоняем Рингару, который прячется за деревом. Отличная маскировка. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Он отдает деньги и умоляет отпустить его. Мы грозимся сдать его ополчению, а он пугает нас своими связями. У нас уже столько врагов в городе, что еще парочка не помешает. У безымянного талант заводить знакомства. Идем к лорду Андре, который выписывает нам штраф за драку с Валентином. Вывод: в Харинисе бить напыщенных хлыщей — это дорогое удовольствие. Сдаем Кантара, отдаем его письмо и рассказываем его план, чтобы подставить Сару. По сути, я сделала плюс-минус то, что просил Кантар. Просто перепутала порядок. В тюрьме у него будет предостаточно времени понять, где он просчитался. И также сдаем мелкого вора Рингару, получая вознаграждение. В итоге мы даже в плюсе. Кто сказал, что честность не окупается? Просто нужно уметь правильно выбирать, кого сдавать властям. Просим аудиенцию у лорда Хагена, но Андре заявляет,
заявляет, что тот принимает только VIP-персон или членов ополчения. Решаем вступить в ополчение, но тут новый сюрприз. Нужно быть гражданином. Мы даже не гражданин, восклицаем мы, закатывая глаза. Андре предлагает сделку: уничтожить гильдию воров без суда и следствия, и тогда он примет нас в ополчение. Отлично, начнем карьеру борца с преступностью, совершая преступление. Не отходя от кассы, прокачиваем наш навык владения одноручным оружием. Устраиваем паркур по крышам, собирая кошельки и полезный лут. Спрыгиваем и встречаем Алвина, жалующегося на шумного соседа, который все время стучит молотком. Решаем поиграть в ополченца-миротворца. Сосед Фелан жалуется на протечку крыши. Предлагаем ему 10 монет, чтобы тот прекратил стучать. Но он посылает нас в пешее эротическое приключение. И в конце засунуть эти монеты в жопу. Ну, хорошо. Иди сюда и раздвигай булки. Алвин доволен, конфликт разрешен. Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Кстати, о овцах. Спрашиваем, его ли это овцы, и Алвин отвечает, что единственная овца у него — это жена Люси. Единственная овца, что принадлежит мне, называется на имя Люси. Это моя жена, Люси. Эти овцы принадлежат ополчению. Они забирают их у фермеров и приводят ко мне. Вот это я понимаю. Семейная идиллия. Идем в порт, дальше собирать информацию. Там мы видим кораблестроителей. Гарвелл обеспокоен обстановкой в городе, и он уверен, что скоро на город нападут орки. Гарвелл просит нас разведать информацию у паладинов, сколько у него осталось времени на постройку корабля до нападения орков. На лавочке сидит мужчина, который с грустью смотрит на море. Это оказался Джек, смотритель маяка. Но, к сожалению, бандиты захватили его маяк, который для Джека был в том числе и домом. Мы пообещали разобраться с ними. Идем дальше вдоль порта и говорим снова с Ларесом. Сообщаем, что поговорили с Ватросом, и передаем ему орнамент, чтобы он отнес его Сатросу. Мы предложили свою кандидатуру, но Ларес не отправит нас в одиночку, и он настаивает пойти вместе. Но перед этим просит побольше разведать об исчезновениях людей. В конце добавил, что служить в ополчении герою понравится. Следить за соблюдением законов, но в то же время законно обчищать кошельки граждан. Тише ты, поляну не пали. Похоже, в Харинисе честность — это просто хорошо замаскированное жульничество. Проходим мимо таверны в порту, и тут к нам пристает вышибала Мо. Неважно, что ему ответить, он все равно будет вымогать деньги. Отказываемся и решаем провести бесплатный мастер-класс по боксу на его лице. Теперь Мо будет приветливее. Ничто так не сближает мужчин, как хорошая драка. Дальше нас останавливает Борка, зазывала борделя. Приглашает культурно провести время. Видимо, в Харинисе под культурой понимают что-то особенное. Порт напоминает Думскую улицу в Петербурге. Рай для любителей приключений на 5-ю точку. Мы всего-то идем вдоль порта, а уже нашли столько приключений на свою 5-ю точку. В борделе расспрашиваем хозяина о девушках. Он уверяет, что законопослушный гражданин и что все его девушки здоровы. Объясняем, что нас интересует пропавшие, а не ЗППП девушек. Оказывается, Люси сбежала с поклонником, прихватив золотую посуду. Да тут образовалась романтика в стиле Бонни и Клайд. Рыбак Фарим жалуется на голод из-за ополчения, что те забирают всю его рыбу. Обещаем помочь, как только станем VIP-персоной в городе. Но главное — это то, что он рассказал о том, что его друг Вильям пропал пару дней назад, уплыл на рыбацкую бухту и не вернулся. Список пропавших людей пополняется. У склада ополчения нас встречает бдительный смотритель Мартин. Успокаиваем его, что мы не воры, а детективы от Ватроса, и расследуем, кто же поставляет оружие бандитам. Узнаем от Мартина, что это кто-то из богатеев, и этот кто-то входит в круг влиятельных торговцев Хариниса. Пу-пу-пу. Не густо, конечно, но хоть какая-то информация. На этом первую часть закончу. Прошу вас написать в комментариях, снимать полное прохождение Готики 2 или заспидранить и рассказать историю вкратце, и уже переходить к следующей игре. В общем, приму решение по вашим комментариям. Также напишите, снимать до 30 минут или можно и до 40 минут ролики. Всем спасибо за просмотр, всем пока!